Что у мужа кто-то есть, Зинаида Львовна догадывалась давно. Да и как не догадываться? С Петром они были женаты почти 25 лет, и знала она своего супруга как облупленного. И когда тот, вопреки привычке подольше поваляться, начал соскакивать с кровати ни свет ни заря и делать по утрам зарядку, а еще мыться дважды в день и прятать мобильный телефон, тут уж, что называется, гадалки не ходи. Конечно, Зинаида переживала и ночами в подушку плакала, но вида своему Петруше не показывала. По-прежнему была весела и обходительна, и рубашку нагладит, и обед в контейнер положит, и в окошко рукой помашет. А сама все думает, на работу ли благоверный отправился, или к полюбовнице своей поскакал. Так могло продолжаться долго, но Петр и сам не выдержал этого любовного треугольника. В одно прекрасное утро, уходя, мужчина заявил: «С работы меня сегодня не жди. Я полюбил другую женщину и ухожу к ней жить». У Зинаиды подкосились ноги. «Петь, ты чего? У нас же семья. Как ты можешь?» «Никакой семьи нет», — отрезал Петр, накидывая на плечи куртку. «Семья — это где дети есть. А ты родить ребенка мне так и не смогла за столько лет. Теперь уж старая стала. Какой от тебя прок? Ухожу, не держи. Там у меня скоро сын родится. Наверное, давно надо было сказать тебе». Женщина еще долго смотрела на закрывшуюся за мужем дверь и никак не могла поверить, что это происходит за правду. Да, она и в самом деле не могла подарить Петру наследников, но в остальном ведь все было хорошо. Семейные вечера, отпуск вместе, прогулки в парке перед сном. За все годы семейной жизни Петр даже ни разу не упрекнул ее, говорил, что это не важно, если они любят друг друга. Теперь же вдруг оказалось, что дети для него важны. Любовницей оказалась 30-летняя коллега мужа из соседнего отдела. Конечно, 47-летней Зинаиде она давала фору и молодостью, и свежестью. Тонкая, как тростинушка, хохотушка со светлыми вьющимися волосами ниже плеч. Тут было от чего потерять голову. Что только она нашла в Петре. Вот тут была загадка. Обычный полноватый мужчина с пивным животиком. Хотя и тут Зинаида могла ответить себе на этот вопрос. Скорее всего, это был расчет. Ведь девушка просто не могла знать, что пятикомнатная квартира в центре города досталась Зинаиде от матери, а Петр к ней не имел никакого отношения. «Да вернется он», — успокаивала подругу бывшая одноклассница Ирина. «Ну сама подумай, нужен он ей, старый хрыч». «Выходит, что нужен», — вытирая ладонью слезы, отвечала женщина. «Молодых ей, видать, мало, вот и Петруша мой понадобился. Теперь мне одной доживать век». «Ты чего?» — удивленно подняла глаза Ирина. «Ну-ка отставить. Мы тебе такого кавалера найдем, закачаешься. Твой Петруша еще локти кусать будет». Но ни о ком, кроме Петра, Зинаида и думать не желала. Она все надеялась, что супруг одумается и прибежит обратно, а история с ребенком – просто выдумки его любовницы. Любила она его так же, как и 25 лет назад. Да, и глаза закроет на все, что произошло. Хоть и говорят, что так нельзя, но она не сможет не простить. Да и страшно было доживать свой век в одиночестве. Ведь хотели они тогда, еще давно, взять ребеночка из детского дома, но потом посовещались и решили отказаться от этой мысли. Вот так, в тихом одиночестве, проходили дни и недели, а Зинаида все ждала. Но звонки были только от подруги, а ее Петр так ни разу и не позвонил после того, как забрал вещи. Смириться и не ждать она не хотела, только и жила одной мыслью о возвращении Петра.
Иногда ходила немного развеяться с подругой. Вот и на днях Ира уговорила ее пойти в салон и преобразиться. Долго потом Зина смотрела на себя в зеркало и представляла, как охнет от восторга Петр. Звонок от Петра раздался внезапно. На часах было 7 утра, и Зинаида, даже не успев понять, что к чему, быстро подняла трубку. Дождалась. Ликовала женщина. Получается, подруга была права, утверждая, что Петр все равно к ней вернется. Как хорошо, что она накануне сделала новую стрижку и не убрала на антресоле оставшиеся мужнины вещи. «Поздравь меня, Зин!» — раздался у уха такой родной голос Петра. «Сын у меня сегодня родился. Сын!» «Поздравляю!» Сухо ответила Зинаида Львовна и тут же положила трубку. Получается, у них на самом деле все серьезно. От осознания этого факта ей стало плохо, и она рухнула на кровать, словно подкошенная. Обида душила настолько сильно, что хотелось выть. Она всю жизнь старалась быть хорошей женой, угождать мужу, а в итоге оказалась выкинутой на обочину. Только теперь она осознала, Петр уже точно не вернется, и можно подать на развод. Развели супругов быстро. Повлияло то, что у пары не было несовершеннолетних детей и никаких имущественных споров. «Погляди, как на меня похож!» Тыкал в ЗАГСе телефоном в лицо Зинаиде теперь уже бывший муж. «Богатырь, уже 5 кило, и это в 2 месяца. За вещами оставшимися на днях заеду, там зимняя куртка и инструмент кое-какой». «Я рада, что сын на тебя похож», — отвернулась Зинаида. На глаза навернулись слезы. Перечеркнуть одним махом столько лет совместной жизни она просто не могла, хоть и очень старалась выглядеть достойно. Теперь ей нужно было привыкать жить одной. Через общих знакомых она слышала, что молодые расписались и взяли в ипотеку квартиру. Петру было непросто, ведь кормильцем в семье был он один, а его новая супруга находилась в декрете. Жаль ей было бывшего мужа. «Ну что я могу сказать?» — разводила руками подруга Ирина. И это же был его выбор. Хотел молодую жену — получил. С тобой жил как сыр в масле, а теперь по старость пусть вкалывает. Зинаида только вздыхала и соглашалась. Что-что, а мозги ставить на место Ирина умела. Прошло 2 года, прежде чем Зинаида начала приходить в себя после предательства мужа. По путевке отдохнула в санатории, иногда выходила в кино или театр с подругами. А еще нашла работу по душе, преподавателем рисования в частной школе. Ведь ей одной много ли надо? Зато больше не надо сидеть над кипой документов в душном кабинете. Казалось, жизнь наладилась, да и от Петра не было слышно никаких вестей. Ирина то и дело знакомила ее с одинокими мужчинами, но Зинаида твердо решила никаких романов. Не хватало еще уподобляться этому ходаку мужу и искать себе приключений на 5-ю точку. Сегодня у нее был выходной. Планов особо не было, и поэтому, увидев, что звонит Ира, она даже обрадовалась, ведь та могла что-то придумать и увлечь Зинаиду на прогулку или в кино. Ира сказала, что будет через 10 минут. Голос у нее был странный. Действительно, через 10 минут запыхавшаяся Ира была уже на пороге квартиры Зины. В общем, новость узнала. Ставь чайник, сейчас расскажу. Что там опять? Усмехнулась Зинаида, едва Ирина вошла на кухню. Неужели опять пригласительные на выступление баянистов мимо тебя прошли? Еще интереснее. Шумно бухаясь на табурет, ответила приятельница. Сядь, а не то упадешь. Ну что еще? Послушно садясь рядом, спросила Зинаида. Короче, Ирина сделала таинственную паузу. Новая жена твоего Петра сыграла в ящик.
Наступила пронзительная тишина. «В смысле?» — не поняла Зинаида. «Да что тут непонятного?» — тарабаня пальцами по крышке стола, ответила Ирина. «Померла, говорю, Ленка-разлучница». «А как же Петя? Там же ребенок совсем маленький». В груди противно заныло. Вместо того, чтобы радоваться чужой беде, Зинаида Львовна тут же начала жалеть бывшего супруга. Ведь мужику почти полтинник, и остаться на руках с двухлетним малышом в такой ситуации не самая радужная перспектива. Мне Людмила Степановна рассказала, а ей Надежда Андреевна. У той в соседях, у Петра твоего, сын с третьей женой живет. Ну, неважно. Запихивая в рот печенье, пробормотала Ирина. Там вроде авария на дороге, что ли. В общем, карма или возмездие. Как хочешь, так и называй. Карма, прошептала Зинаида. Но жалко мужика. Нашла кого жалеть, хмыкнула подруга. Он тебя жалел? Нечего было штаны снимать, где ни попадя. Наливай давай чай. Целую неделю Зинаида Львовна не находила себе места от этой новости. Теперь ей казалось, что она все еще любит Петра, и что это именно она виновата в том, что случилось. Ведь в минуты отчаяния она страстно желала, чтобы разлучница пострадала. А сейчас понимала, что не этого она хотела, ведь уже и отпустила Петра своего, и даже где-то в глубине души радовалась за него. Радовалась, что у него теперь есть ребенок, что сбылась его мечта. Промаявшись несколько дней и собравшись с духом, Зинаида набрала знакомый до боли телефонный номер Петра. В конце концов, выражу соболезнования. Может, помощь какая нужна? Как он один? Он ведь такой неприспособленный, оправдывала себя женщина, слушая длинные гудки в телефонной трубке. «Здравствуй, Зин». Голос Петра был какой-то совсем усталый, словно даже обычные слова ему давались с трудом. «Здравствуй, Петя. Слышала? Горе у тебя», — с трудом выжимая слова, произнесла Зинаида. «Может, помочь чем?» «Да чем? Лены не стало в том месяце, и я теперь не знаю, за что схватиться. На работе взял за свой счет отпуск, Витьке-то садик еще не дали. Пробовал на половину дня в частное его пристроить. Так 2 дня сходил и сразу ветрянку притащил. Принялся жаловаться бывший муж. Короче, все навалилось в раз. Ленины родители меня и знать не хотят. Говорю, помогите с Витей. А они никак. Мол, ты во всем виноват, вот сам и разбирайся. Да, виноват. Но только в том, что я купил ту самую машину. Но в аварии виноват другой водитель, который выехал навстречку. Но ее родители слышать не хотят ничего. И Витьку видеть тоже. Хотя они и при жизни Лены внука не особо хотели видеть. Другого мужа своей дочери хотели. Так, Петя, приводи сына завтра ко мне. Я посижу. Безапелляционно заявила Зинаида. Чай не чужие люди, а там посмотрим. Пришедший на следующее утро Петр был заметно похудевший и с недельной щетиной на лице. Было видно, что ему нелегко дались последние события. У Зинаиды защемило сердце. Бывший муж был таким родным и близким, что она едва удержалась, чтобы не обнять его. «Сынок на тебя похож», усаживая Витю за стол и пододвигая поближе тарелку с блинами, заметила она. «Оставляй ребенка, поезжай спокойно на работу». Так и повелось. По утрам Петр приводил сына и уезжал на работу, а по вечерам ужинал у бывшей жены и уезжал с Витей к себе домой. Зинаида была счастлива, несмотря на то, что это был не родной по крови ей ребенок. Она готовила для маленького Вити, гуляла с ним, пела колыбельные и с удовольствием отмечала, что он просто копия Петра. Только сейчас она поняла, как это смотреть на маленького человечка,
ухаживать за ним, любить. Да, она поняла, что любит этого маленького непоседу, что улыбается его достижениям и что не хочет расставаться с ним. Прошел еще месяц, прежде чем Петр переехал обратно к бывшей жене и предложил снова зарегистрировать отношения. Ну, во-первых, это было выгоднее по деньгам. Ипотечную квартиру удалось удачно сдать в аренду. А во-вторых, зачем куда-то уезжать, чтобы утром снова приезжать? И пусть Зинаида еще не ответила согласием на предложение руки и сердца, похоже на то, что это только вопрос времени. Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Всего вам доброго. До свидания.